Ну, во-первых, на мой взгляд, здесь есть явная такая, так сказать, эйфория от прогрессистского сознания, которое утвердилось, так сказать, и в нашем обществе, и во многих других. Якобы все новое – это обязательно хорошее. Якобы в будущем будет обязательно прогресс, а прогресс – это обязательно наступление чего-то хорошего. Вот что-то, что было плохое, устарело, а теперь что-то, что будет хорошее, так сказать, новое, оно будет обязательно хорошее. Это вовсе не всегда так, это на самом деле не подтверждается фактами в значительной степени. Второе, что касается науки, я думаю, что не надо тоже преувеличить ее возможности. Мы здесь вот сейчас вот наворотили, знаете, вот целый научно-фантастический фильм, который к действительности имеет, ну, достаточно отдаленное отношение. Вот, так сказать, нам специалист немножко краешком подтвердил, что это не совсем так, мягко говоря. Ну, вот не хотел об этом говорить, но раз здесь упомянули скрининг пресловутый. У меня 3 детей. Что касается 3-го ребенка, мы, когда были первые 2, скрининга еще не было. Когда был 3-й, мы пошли на этот скрининг, нам сказали, ни в коем случае. Мы родили этого ребенка, это прекрасная, так сказать, любимая мною, здоровая девочка. У нас под этим самым, знаете, могу сказать, что у нас под предлогом скрининга убивают миллионы здоровых детей. Миллионы здоровых детей убивают, так сказать, под предлогом того, что якобы наука сказала. Исходя из этого, 3-е, на самом деле общество не может не регулировать развитие науки. Это просто невозможно, потому что наука, отпущенная на волю самой себя, она на самом деле репродуцирует рано или поздно саморазрушение. И в том числе, например, это хорошо видно в средствах уничтожения людей. Да? Ведь есть, например, конвенции по биологическому, там, с химическому и так далее, и так далее. Почему? Да потому что на самом деле некоторых ученых, даем волю, они изобретут такое, что убьют за секунду огромное количество людей. Или превратит их в абсолютно недееспособных уродов. Это реальность. Это тоже наука, между прочим. Скажите, что это не наука. Ну как же это не наука? тоже наука. Это не только наука, но мы с вами видели ее воплощение. Да, несомненно. Мы видели, как человека использовали как подопытное животное. Животное, чем, Вторая мировая война. чем же страшным был нацизм? Да? Опыты нацистской Германии, милитаристской Японии, они были совершенно кошмарными. Кстати говоря, занимались ими ученые. Большие ученые. Не надо говорить, не надо думать, что занимались ими. Не надо думать, что ими занимались идеологические фанатики. Николай, занимались этими опытами фанатично настроенные ученые. Да, и в тот момент они носили погоны в этот момент, но это были ученые. Я читал, так сказать, воспоминания некоторых японских вот этих врачей и немецких. Они говорили, что они делают это ради науки. И им было важно понять результат. А какие погоны они носят, им было совершенно все равно. Могли носить любые погоны. Создатели циклона Б никого не пытались спасти. Создатели Плита никого не пытались спасти. Это совсем другие были задачи. Это, конечно, вовсе не означает, что... А вот великий поступок ученых был, когда они решили, что не должна быть одна страна, которая владеет монопольно секретом атомного оружия. Вот это был гражданский подвиг ученых. Так вот, и еще одна, социально, скажем так, политическая вся история. Слушайте, разговоры о том, что надо клонировать гениальных пианистов на фоне гибели десятков и сотен тысяч людей от голода, они сами по себе уже выглядят циничным. Если наука может все, решите проблемы голода, решите проблемы элементарных болезней огромного количества людей в этом мире. Ужас стоит в том, что вот эти проблемы давно решены. Владимир, вот от этого я и отталкиваюсь. У нас весь голод носит исключительно политический характер. Вот именно поэтому, Владимир, и эти достижения науки будут использоваться точно так же. Абсолютно правильно. Они будут именно точно так же использоваться. Я это и хотел сказать. Вот та ситуация, при которой на самом деле мы давно уже, так сказать, в лабораториях побороли все болезни, на самом деле научились всех накормить, огромное количество денег, которое может обеспечить относительное благосостояние всем на планете Земля. Однако, в одних местах люди не знают, чем заняться от скуки, это к вопросу о розовой и голубой цивилизации, а в других местах люди думают, как им дожить до конца следующего месяца. Так вот, к сожалению, наука сама по себе не является ни благом, ни злом. Вопрос в том, как она применяется людьми. Это инструмент. Так вот, мне кажется, подобные достижения, к сожалению, практика человеческого общества это показывает, будут применяться совершенно в понятном направлении. Для закрепления нового неравенства. Элита, имеющая возможность доступа к супертехнологиям, в том числе генетическим, и огромное количество обслуживающего его быдла, которое будет обречено генетически от рождения, заранее обречено на прозябание и подчинение. Между прочим, в гитлеровских лабораториях этим занимались, Евгений, они пытались использовать химические препараты для выведения рабов. Они это уже пытались сделать. И для регулирования популяции. Так вот, к сожалению, такова, ну, я не знаю, так сказать, внутренняя порочность, что ли, человеческой цивилизации, или уж как хотите это называйте, греховность и прочее. К сожалению, подобные
итоги в случае абсолютно бесконтрольного, эйфорического отношения к достижениям науки, они вообще неизбежны. Поэтому думать об этом надо, контролировать это надо. Но, конечно, это не отменяет ни развития науки, ни развития медицины, ни необходимости лечить людей и так далее.